Всем привет! Я нахожусь на Савеловском вокзале Москвы, куда на некоторое время вернулся пассажирский поезд Москва-Рыбинск. Он не ходил здесь с конца 90-х годов, и сегодня я вам про него расскажу. Савеловское направление Московской железной дороги. Оно же Савелка, оно же Совок. Через конечно же. Железнодорожная линия, ведущая из Москвы на север, использующаяся в основном для пригородного движения. Электрички здесь доезжают максимум до станции Савелово в городе Кимры, что примерно в 130 километрах от Москвы. А дальше начинается так называемая Савеловская глухомань. Таинственная, однопутная, малодеятельная железнодорожная линия в глухих лесах Тверской области, которая ведет на станцию Санково, где направления расходятся на Ярославль, на Петербург и на Балагое. Кстати, на станции Санково в 2012 году можно было сфотографировать практически все модели существовавших тогда в России тепловозов. Статья о моей поездке в те края, в те времена будет по ссылочке в описании. А я сейчас нахожусь между платформами Луговая и Некрасовская, примерно в часе езды от Москвы. Это самое антуражное, наверное, место на всем Савеловском направлении. Здесь стоят крутые старые советские железные опоры контактной сети, и здесь очень красивый хвойный лес вблизи путей, а также вот эта потрясающая выемка, с которой можно сделать крутецкие фотографии. Один из неочевидных артефактов этого участка – это вот эти крутецкие советские железные опоры контактной сети, а также деревянные дощатые перекладины для установки трехфазной линии. Такое уже мало где осталось. И если существуют поклонники архитектуры, которые любят прикоснуться к старинным камням или к старинным доскам, то я с удовольствием прикоснусь к этой советской опоре, которой, наверное, уже больше 50 лет, хотя точно я не знаю. А это следы Дениса Яськова, другого московского фотографа. Я приехал сюда независимо от него и пришел абсолютно в ту же самую точку. Профессионалы в области фотографии мыслят похожим образом. На Савеловском направлении работают электрички ЭД-4М позднего выпуска, есть мои любимые Иволги, но самая распространенная это ЭП-2Д, собственности Центральной пригородной пассажирской компании. Вот одна из них. Довольно массовая электричка, которых уже построено больше 200 штук. Производятся они на Демиховском машиностроительном заводе в городе Демихово. А давайте-ка с вами на секундочку переместимся в прекрасную Россию прошлого, когда мороженое было вкуснее, сахар слаще, а трава и электрички зеленее. А если точнее, то в 2013 год, когда здесь, на Савеловском направлении, был настоящий заповедник зеленых рижских электричек. Дело в том, что уже тогда массово внедрялась корпоративная красно-серая окраска, которую мы, скажем так, не очень любим. А Дополобня, которая обслуживает данное направление, держала свои электрички зелеными до последнего. Самой знаковой из них была РДВТ-7178. От своих собратьев она отличалась только лишь тем, что у нее на лбу был установлен потрясающий крутой знак Рижского вагоностроительного завода, который, видимо, содрали с какой-то Р-22. К сожалению, когда в 2013 году электричку перекрашивали в корпоратив, балбесы, которые делали это, не догадались поставить знак Рижского вагоностроительного завода на прежнее место. И таким образом легендарная электричка стала обычной красно-серой скучной кастрюлей. Игорь, ну какое же отношение все это имеет к поезду Москва-Рыбинск, о котором ты обещал рассказать еще в начале этого видео? А дело все в том, господа, что поезд Москва-Рыбинск ездит именно здесь. Это единственный поезд дальнего следования на Савеловском направлении, который дожил до наших дней. В советские годы с Савеловского вокзала отправлялись несколько дальних поездов. Москва-Ленинград, Москва-Углич, какие-то еще другие поезда, и в том числе поезд Москва-Рыбинск. Он отправлялся из Москвы вечером и через Савелово, через Калязин и через Санково попадал рано утром следующего дня в Рыбинск. Изначально поезд был ежедневным, однако после распада СССР постепенно перестал быть таковым. Также постепенно исчезли все остальные поезда, и Рыбинский поезд остался последним, который вообще ходит по Савеловскому направлению. А в 1998 году его перевели с Савеловского вокзала на Белорусский. Там есть соединительная ветвь, так что поезд продолжил ходить по Савеловскому направлению. Однако Савеловский вокзал остался вообще без пассажирских поездов. Его даже прозвали трамвайным вокзалом.
Трамваями на жаргоне называют электрички, которые тормозят на каждой остановке. Из Москвы поезд уходил с электровозом, как правило, это был ЧС-7, а в Савелово ему прицепляли тепловоз Октябрьской дороги, либо ТЭП-70, но чаще это была Машка. Кстати, а хотите исторический артефакт? Посмотрите мое старое видео на канале, как раз про поезд Рыбинск-Москва, где мы отправились в Савелово, чтобы сфотографировать его с зеленой Машкой. Ссылочка будет в описании. В 2021 году поезд перевели на восточный так называемый вокзал, который больше похож не на вокзал, а на стеклянный ящик. И поезд стал ходить с тепловозом от самой Москвы, поскольку восточный вокзал отделен от Савеловского направления неэлектрифицированным съездом. Ёлки-палки, но при чем тут Савеловский вокзал? А дело в том, что сейчас этот самый неэлектрифицированный съезд находится на ремонте, и поезд Москва-Рыбинск вновь вернулся на Савеловский вокзал, как в старые добрые времена. Он ходит с 13 января до 17 февраля. Однако сейчас я пока что охочусь не на сам поезд, а на тепловоз, который загоняет вагоны этого поезда под посадку на Савеловский вокзал. Это 2М62-0661 1982 года постройки. Одна из немногих круглофарых так называемых «Машек». Сами по себе «Машки» — это не редкий тепловоз, но вот «Машка» с круглыми фарами — вот это уже гораздо интереснее. О, наконец-то! Явление Христа народу! ДВМ-62-0661 построен в 1982 году и поступил в депо Смоленск, а в 2021 переведен в Лихоборо, в московское депо, и стал возить местные грузовые, а также хозяйственные поезда на московском узле. Этот тепловоз интересен тем, что у него круглые буферные фонари, а также круглый метельник. Это тепловоз раннего выпуска, а потому весьма интересный. И по какой-то причине он пока не стал таким же лог-баяном, как ЧС-6022 или ВЛ-10-15-35, хотя вообще-то таких Машек осталось довольно мало. А я возвращаюсь домой в Москву со своей крутой фоткой, и мне абсолютно по барабану, что не дали, как вчера Денис Яськов сделал точно такую же фотографию. Я фоткаю в первую очередь для себя, а не для всяких там галерей. И если эту фотку не возьмут на Royal Gallery, я нисколько не расстроюсь. И отправлю эту фотку на trainphoto.ru. Мне абсолютно без разницы. А это была 2М62-0661. Не уникальный, но все-таки весьма интересный тепловоз Московской железной дороги, который пока не стал легендой, но посмотрим, что вы скажете лет через 5. Магия монтажа, перемещение в пространстве и времени. Вновь Савеловский вокзал. Сегодня 10 февраля, и я провожаю поезд Москва-Рыбинск. А вот и он. Коротенький состав из 4 вагонов. Давайте же посмотрим. Пока я ехал на Савеловское направление, круглофарая 661 Машка куда-то подевалась, и ей на смену пришла обычная, не такая интересная квадратно-фарая ДВМ-62-0012. Не слишком интересный тепловоз, зато весьма интересен сам факт его наличия на Савеловском вокзале, да еще и с пассажирскими вагонами, которые он привез со станции Бескудникова. Я нашел единомышленников, которые тоже приехали на Савеловский вокзал, чтобы посмотреть, пофоткать наш новый поезд Москва-Рыбинск. Мы в Калязин едем. Вы едете в Калязин? Давайте, рассказывайте, что вы будете делать в Калязине. Ну, мы сначала, у нас такой трип, можно сказать. Мы сначала, поедем до Санкова, потом с Санкова поедем обратно в Калязине будем снимать, и потом на пригороде поедем до Савелова, и с Савелова поедем на электричке до Москвы. Вот еще пришли пацаны, которые решили пофоткать рыбинский поезд. Давайте. Ну, мы, Анатолий, мы не только фоткаем, мы провожаем. Вот, завтра будем в Калязине. Вот, на пригороде, в общем, схема сложная. А так вы вчетвером едете? Ну как? Просто толпей. Фактов в Питере сколько у нас? 5 и я еще, да, или как? Да, то есть 5 и я 6 буду уже днем. Ого, да, я 5 получаю. Вот вас тут толпа. Я со своими любезными подписчиками. Во. Во. Вот столько людей любят фоткать поезда. На видео снимать тоже. Просто смотреть любят. Так что вот так вот.
дружно его снять. Давайте, скажите хором, подписывайтесь на канал блог ЖД Фотографа. Давайте. Подписывайтесь на канал блог ЖД Фотографа. Красавцы. Ну ладно, а теперь нужно посмотреть поближе на поезд Москва-Рыбинск. Сегодня Рыбинский поезд отправляется с тепловозом ТЭП-70-0121 приписки Октябрьской железной дороги. Это машина старого образца, 1988 года выпуска, о чем говорят ее так называемые вертикальные буферные фонари. Напоминаю, что более поздний ТЭП-70 выглядит вот так. Вот и желтый светофор мигает для нашего поезда, а значит, он скоро отправится. Сейчас мы посмотрим на это величественное событие – пассажирский поезд на Савеловском вокзале. Вот сколько людей захотели сфотографировать Рыбинский поезд, и какое-то количество обломались, стоя на той платформе. Им все закрыла электричка. А вот еще двое. И вы удивитесь, но я никого из них не знаю. А это был поезд Москва-Рыбинск на канале блог ЖД Фотографа. Если вы фотографировали этот поезд, то присылайте ваши фотки в предложку в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании. Я сделаю обзор фоток, а самые лучшие из них опубликую. Я приехал на Дмитровское шоссе, в то его место, где Савеловское направление находится практически в 2 шагах от автомобильной дороги. И сейчас я попробую сфотографировать Рыбинский поезд во время его подачи под посадку. Он будет ехать со станции Бескудникова на Савеловский вокзал, предположительно с тепловозом «Машкой». Но прежде я хотел бы передать привет своим спонсорам, которые ежемесячно поддерживают меня небольшим платежом, а взамен получают эксклюзивный контент. Например, видео, которые я снимал еще до запуска своего канала и которые никогда не будут опубликованы, а также длинные версии обзоров городов, в которых сохранены неудачные шутки, неудачные убыли и другие моменты, не попадающие в официальное видео. Ну что, дружище, взял себе место у окошка, да? Да вообще супер, слушай, 11 ряд, такой замечательный вид на пластик рифленый. Серьезно, что ли? Даже нету кармашка. Вы тоже можете стать спонсорами, оформив подписку по ссылочке в описании. Стоимость всего-навсего каких-то 50 рублей в месяц. А поскольку сейчас почти что 7 вечера, снимать Машку я буду в кромешной темноте. Посмотрим, на что способен мой фотоаппарат, а также мои руки. Я даже сам не знаю, получится ли у меня сделать хоть что-то стоящее. Во всяком случае, у 2 других фотографов сделать это получилось. Рыбинский поезд сегодня везет круглофарая 661 Машка. Та самая, которую я вам показывал в начале этого видео. А фотка получилась вот такая. Уж не знаю, что получится в результате ее обработки. Фотографию после обработки вы увидите в конце этого видео. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что выйдет хоть что-то толковое при таком-то почти отсутствующем освещении. А потому нужно срочно ехать на Савеловский вокзал вслед за этой Машкой и фотографировать ее еще раз, уже в свете фонарей. Это же круглоглазая Машка, ее можно фотографировать бесконечно. А я приближаюсь к Савеловскому вокзалу, где меня ждет поезд. Какие машины!
А вот и пучеглазая Машка с рыбинским поясом. Как ни странно, я пока что не встретил никого, кто тоже захотел бы ее сфотографировать. Но, скорее всего, они появятся здесь ближе к отправлению поезда. Ну а на этом у меня все, господа. Если вам понравилось, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Пишите комментарии, смотрите другой контент на канале. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Вот вам обещанная фотография в ночи с обработкой. До новых встреч!